Беспроводные наушники, которые производитель создал совместно с Dynaudio. Они имеют передачу LHDC версии 4.0 Ultra HD с сертификацией Hi-Res Audio Wireless, коаксиальную систему с двумя драйверами второго поколения, сверхширокочастотное активное шумоподавление до 45 дБ, режим прозрачности с автоопределением голоса, микрофоны с костной проводимостью, отличный набор функций для максимальной качественной передачи звучания, шикарный дизайн и великолепные материалы. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам под названием Oppo Enco-X2. И да, это второе поколение Oppo Enco-X. На первую версию у меня был обзор. Они у меня, кстати, все еще на руках. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, которая является прямо премиумом? Сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, только за счет того, что курс рубля адекватен, супер адекватен, то есть, скажем так, покупать на Али выгодно. Я купил себе Oppo Enco-X2, хотя зарекался, что брать их не буду, но по такому курсу, это же не 130 рублей за доллар, приобрел, как вы видите. Oppo Enco-X1 у меня были, вот они. Посмотрим. Очень сильно они походят на Oppo Air 2 Pro. И, разумеется, если покупать такую штуку, то к какому-нибудь там смартфону Oppo X5 Pro. Будем смотреть, насколько они этот стиль выдержали и что они интересного сделали с дизайнерской точки зрения, хотя бы относительно прошлых. Dynaudio, Ctrl-C, Ctrl-V, единственное, нет оборочки у нас. Следующий момент, смотрим, что они сделали с наушниками. С наушниками они сделали примерно то же самое, что сделали они в Air 2 Pro. Наверное, производителю кто-то с больной фантазией сказал, что это норм, когда ты вот эту вот буковку R и L начинаешь выпиливать. Ну ладно. Если посмотреть на R 2, то здесь значительно меньше ножка у X2 и звуковод с металлической сеткой. Хотя здесь она очень сильно похожа на тоже металлическую, только единственное, у нас амбушюры чуть-чуть другие в Air 2 Pro. Следующий момент. Это все дело мы обязательно протестируем на задержку, на возможности данного аппарата. Документация в очень приятной перфорированной такой soft touch коробочке. Разумеется, все на китайском языке с QR-кодом под программу. Обещали они там много всего, смысл перечислять нулевой. Что еще у нас? Кабель USB Type-C для зарядочки на USB-A. И сменные амбушюры без особого шика, просто две пары силиконовых амбушюр. Единственное, что бы я хотел сейчас сделать, это все это дело взвесить. 4,5 грамма, 4,7 будем считать. И бокс 48 граммов. Выглядит классно, как и первое. Расстройство у меня может быть в голосе только из-за, еще раз повторяюсь, стоимости. Но в рублевом эквиваленте на данный момент для меня она адекватна. То есть я за них не 40 тысяч, там, не 20 и даже не 10 отдал. Но в целом, когда ты понимаешь, что вот эта штука, спойлер, там в районе трешки, ну, посмотрим, насколько они крутые. Первые мне понравились. Вы видите, что они у меня на руках. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к новинке от Oppo. В продаже имеются две расцветки, такие как белая и черная. Зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика. Тактильные материалы очень приятные, качество сборки, как и материалов, топовое. Форма овальная, дизайн минималистичный, выглядит он привлекательно. Габариты составляют 66 на 49 на 22 мм. В кармане бокс не мешается. На корпусе расположили LED-индикатор рядом с разъемом Type-C, кнопку для сопряжения, надпись Oppo и Dynaudio. Открыть одной рукой бокс довольно просто. Крышка в открытом состоянии фиксируется. Шарнир металлический, люфт у крышки небольшой, но есть и только в закрытом состоянии. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри находится два вертикальных места под наушники с двумя
4 контактами для зарядки, в каждом краткая информация мелким шрифтом и LED-индикатор. Наушники в боксе не гуляют. Магнитоудерживающие наушники неплохие, но если постараться их вытряхнуть, то они, разумеется, вылетят. Емкость аккумулятора 560 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 36 минут, беспроводная зарядка на борту стандарта QI, за что отдельное спасибо. Наушники можно перезарядить от бокса до 4 раз. Саморазряд я не наблюдал. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из того же глянцевого пластика, как и бокс, топового, к слову. Дизайн схожий с AirPods Pro, габариты 30 на 21 на 20 мм по самым объемным частям. Звуковод не длинный, его размеры 4,4 на 6,2 и на 2,8 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюр и металлическую сеточку. Посадка комфортная, за более 2 часов прослушивания музыки у меня уши не устали. Из ушей выпирают не сильно. Если потрясти головой, то наушники не вылетят, так что заниматься спортом с ними можно без проблем. Стоковые амбушюры очень удобные, вдобавок они имеют дополнительную сеточку для защиты звуковода от грязи, и на звучание в худшую сторону это никак не влияет. Также сами амбушюры имеют антибактериальное покрытие, сборка наушников в целом хорошая, но стыковочные места можно было бы и лучше замаскировать. На корпусе расположили контакты для зарядки, по 3 микрофона на каждом наушнике, датчики автопаузы, маркировку левого и правого наушника, которые оформили так же, как и в Oppo Enco Air 2 Pro, обзор на который есть на канале. Помимо перечисленного, разумеется, есть область сжатия. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и прозрачности и регулировка громкости свайпом. На нажатие откликаются наушники очень хорошо, одиночные нажатия на борту, и как все команды их можно выключить в приложении, что удобно. Настроить полноценное управление возможно, за что спасибо Oppo. На регулировку громкости свайпом наушники откликаются хорошо. Также ко всему есть еще управление камерой, что очень даже удобно. Озвучивание в наушниках на китайском языке женским голосом. Летим дальше. Оснащены наушники 11-миллиметровыми динамическими драйверами, плюс драйвером с плоской диафрагмой, разработанными совместно с Dynaudio. Чувствительность 118 дБ, частотный диапазон от 20 до 40 кГц, чувствительность микрофона здесь 38 дБ. Сертификация HiRes Audio Wireless технологии LHDC версии 4.0. Активное шумоподавление до 45 дБ на борту, и работает оно отлично. На выбор 4 режима, в которые входит адаптивный режим. В шумных местах достаточно среднего или умного режима ANC. В метро же, чтобы полноценно заглушить посторонний шум, необходимо выкручивать музыку с активным шумодавом до 70%. В целом ANC в данной паре меня очень даже порадовал, особенно если использовать умный режим. ANC с одним наушником работает что хорошо, как и режим прозрачности. Режим прозрачности показал себя отлично, во время разговора с собеседником наушники не приходилось снимать. Вдобавок, режим прозрачности имеет дополнительную функцию эффекта голоса, при котором снижаются окружающие шумы и усиливается голос. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается, по одному работают, и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, анимация при подключении у меня отсутствует, но по факту, как я понимаю, она должна быть. X2 поддерживают Google Fast Pair, что неудивительно. Полноценный мультипоинт на 2 устройства также на борту, за что спасибо. Датчики автопаузы срабатывают корректно, их можно отключить или включить в настройках. Емкость аккумулятора одного наушника 57 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 3 минуты. Отыграли наушники на 60% громкости по кодеку LHDC с выключенным ANC 4 часа 51 минуту, что рядом с заявленным временем работы, и в целом все правильно, так как их тестировали на 50, а не на 60% громкости, как я. 5-минутная быстрая зарядка дает 1 час 44 минуты воспроизведения музыки в тех же условиях. Далее наушники имеют защиту от влаги стандарта IP54, но не бокс. Разумеется, я их искупал в емкости с водой, но на функционал это никак не повлияло, да и внешне они также не пострадали, что радует. Во время тренировок с ними ничего не произойдет, как и от мелкого дождя, но не больше. Далее, для удобного использования нужно установить приложение Hey Melody, а также, если у вас есть смартфон от OnePlus, Oppo или Realme, то приложение по большей части не нужно, так как производитель предоставил настройки прямо в Bluetooth. Настройки идентичные, что в приложении, что, к примеру, в настройках на OnePlus 9 Pro. Помимо перечисленного мною ранее, есть заряд наушников по отдельности в процентах, как и заряд аккумулятора бокса, что удобно. Далее есть окно с настройками режимов шумоподавления, звуковые эффекты Enco Master с 4 отличными пресетами, но кастомного эквалайзера здесь нет. Также есть персонализированное шумоподавление, золотой профиль звука для настройки звука, учитывая особенности структуры ушных каналов, включение режимов высокого разрешения, двойное соединение, проверка прилегания наушников, поиск наушников, обновление прошивки и возможность сразу же перейти к настройкам Dolby Atmos. Далее, бинуарный Bluetooth версии 5.2, из кодеков на борту
порту AAC, SBC, а также кодек высокой четкости LHDC. Через две стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube глазу незаметна. В играх задержка слегка заметная, но играть можно без проблем. Производитель заявляет, что задержка достигает 94 миллисекунд. Примеры вы сейчас увидите на экране. Тройной микрофон с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта и датчиком костной проводимости отрабатывает хорошо. Голос сильно не искажается, посторонние шумы глушат и перегруз его минимальный. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Oppo NKX2, и как правильно сказал Игорь, мой оператор, что наконец-то они прислушивались к пользователям, и в отличие от первой версии, они убрали вот эту вот оборку металлическую. Да, возможно, ничего особенного в этих боксах нет. С одной стороны. С другой стороны, Simply Clever. Они теперь простые, просто Dinaaudio, просто Oppo. И повторяю, что Oppo, как у Huawei, на моей памяти плохих беспроводных наушников не делали. Как работают микрофоны в студии, вы сейчас слышите. Обычно я здесь записываю распаки. Можете в любом ролике сравнить шуровский микрофон с этими микрофонами. Смотрим. Пример работы микрофонов Oppo NKX2. Это супер-мега премиум от Oppo. В Мурино, на улице, рядом с дорогой специально стоим и ждем пазика, чтобы он мимо меня проехал, и вы услышали все прелести нашего автопрома. Надеюсь, услышали, а если не услышали, значит микрофоны здесь работают хорошо. Почему? Потому что, по идее, здесь шумоподавление у микро, даже учитывая, что ветер позади меня довольно сильный, кстати, и задувает в левое ухо, все-таки должен отсекаться. И я говорю громко, четко и понятно. Если вы меня слышите хорошо, значит примерно так вас будет слышать собеседник. Хотя помним, что это ультра дорого, реально ультра дорого. И, ну, наверное, только для фанатов, если брать нашу страну. А так, в целом, мне нравится. Смотрим. Звучание. Запаса громкости более чем достаточно. Мне хватило в основном 60% громкости. На 100% громкости каша присутствует, но незначительная. Стоковое звучание без применения эквалайзера, как по мне, звучит чисто. Бас отличный и средний бас в наличии, как и многослойность. Высокие звучат приятно, середины с отличной проработкой. Сцена довольно широкая, глубины достаточно. Инструментал отыгрывают наушники хорошо, а с вокалом у них проблем нет вообще, лично по мне. Над звучанием действительно поработали, как и в принципе над всем в этой модели. Напомню, что есть пресеты для звучания, и если использовать их, то можно персонализировать звук под свои предпочтения. Разумеется, это не кастомный эквалайзер, но все же снова кастомный эквалайзер можно взять в любом приличном плеере, который вы скачаете с Google Play Market. И каждый раз, когда я упоминаю его в отсутствии в стандартной программе, это единственное, хотелось бы, конечно, в стоковой проге иметь возможность в таких дорогих наушниках это все дело менять. Из минусов отвечу: отсутствие кастомного эквалайзера. Бокс быстро собирает потертости, но не быстрее, чем, к слову, боксу AirPods Pro. Заметная задержка в играх, опять же, относительно. И надписи, вырезанные left-right, это, конечно, красиво, но по мне непрактично. Цены можете посмотреть в описании к видео и слегка ужаснуться. Я долго созревал к их покупке. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра, наконец, AliExpress начнет давать скидки, промокоды и купоны вы узнаете как раз из этого телеграма. Резюмирую, Oppo NKX
X2 внешне больше нравится, чем их первая версия. По функционалу они также меня удивили, несмотря на все красивые названия в рекламе, ожидания были не ложными. Сами наушники получились очень хорошими и достойными внимания. Плюсов в данной модели больше, чем минусов, если исключить ценник. Честно, если у вас не деньги куры не клюют, то однозначно лучше купить какие-нибудь Huawei FreeBuds 5i. Я вообще редко в обзорах упоминаю другие наушники, я все время говорю, ждите моих топов. Так вот, из подобного топового с топовым звуком и топовым кодеком, из новинок Huawei FreeBuds 5i звучат не хуже, а по стоимости значительно ниже. Поэтому посмотрите по возможности обзор на них на канале. Девайсу, если не смотреть на ценник, однозначно да, а вот если смотреть, однозначно и нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!